Треск, щелчок, звук, будто ломается хрустальная надежда. Ты включаешь SNES, вставляешь картридж, экран мигает, и ты понимаешь, ты уже в аду. А я просто сижу рядом, пью чай из треснувшей кружки и пишу тебе эту записку. Потому что, брат, после Робокоп vs. Терминатора для СНЕСа ты либо пишешь, либо кричишь. А кричать у меня голос пропал. От ужаса и от звука этого вступления. Записка выжившего. Найдена на пепелище рядом с разбитым геймпадом. Если ты читаешь это, значит, я не выжил. Или выжил. Но это одно и то же. Сегодня я решил сыграть в Робокоп vs. Терминатор. Не в легендарную версию с кровавыми брызгами и адреналином, а в SLS-версию. Друг сказал, что это классика, и я решил попробовать. Это была ошибка. С самого начала все пошло не так. Экран показывал статичную картинку, а музыка звучала так, будто ее сочинял слепой хомяк на синтезаторе. «Добро пожаловать в будущее!» — шептала игра. Я ответил: «Я передумал, хочу быть в прошлом, с мамой, без зиплайнов и всего этого». Но было поздно. Сюжет оказался банальным. Все началось с того, что Cyberdyne System завладела Робокопом. Главный злодей не Skynet, не Т-1000 и не ИИ, который решил, что люди — это ошибка. Нет, все пошло наперекосяк из-за Робокопа. Да-да, это он виноват, что Skynet уничтожил человечество. Видимо, Интерплей настолько ненавидели героя, что решили унизить его их в пикселях. Графика была ужасной. Ноги робота двигались как у пьяного, руки выглядели так, будто их прикрутили после. Анимация была хуже, чем у бомжа по утрам. Фоны были скопированы с версии для Mega Drive, но выглядели так, будто их сканировали в лифте во время землетрясения. Все уровни были одинаковыми. Я думал, что это метафора бесконечного кошмара, но нет, это была просто лень разработчиков. Враги падали без крови и обломков в тишине, потому что, как оказалось, кровавое месиво было запрещено. Ну ладно, серьезно? Да, кстати, враги — пышногрудые дамы в лайкере. Видимо, кто-то в команде слишком увлекся комиксами. Вместо захватывающего боя меня заставили управлять радиоуправляемым самолетом. Ты киборг-полицейский, символ закона, и тебя заставляют летать по пустому уровню, идти там, где пол рушится, бочки катятся, а с неба падают балки. Без предупреждения. Как карма, как месть за все грехи. Ты падаешь, перезагружаешься и возвращаешься к началу. Комната, бочка, балка, падение. Цикл повторяется. Прыжок был крошечным, как будто Робокоп боялся поскользнуться на льду. Хочешь перепрыгнуть платформу? Нет, лучше надеяться, что она сама окажется рядом. А если цепляешься за трубы? Отлично, но столкновения работают так, будто ты выпил 3 энергетика. Ты почти на месте, но нет, снова падаешь, потому что физика решила, что ты неудачник. Боссы были и в то же время нет, они повторялись, как будто разработчики сказали: сделаем одного, а потом просто скопируем его. Сложность была не от умных врагов или тактики, а от дизайна уровней. Я бы сказал, что его делал ребенок, но это было бы оскорблением по отношению к детям. Они хотя бы рисуют радугу.
Игра не уважала ни Робокопа, ни Терминатора, ни даже SNES. Она просто была как чирий на заднице, как ошибка в коде, как воспоминание, которое лучше стереть. Если найдешь эту игру, не включай ее. Сожги, закопай или отдай в благотворительный магазин с пометкой «Опасно для психики». Потому что Robocop vs. Terminator для SNES не игра, а предупреждение. Когда есть лицензия, но нет таланта, и из двух культов получается один кошмар. Если все-таки решишь сыграть, поставь геймпад на стол. Не бросай его в телевизор, он ни в чем не виноват. Виноваты те, кто сказали: давайте сделаем почти как в Sega, но хуже. Они должны гореть в аду. На сковородке, над пропастью с радиоуправляемым самолетом и одной жизнью. С огромным взрывом Скайнет превращается в шар огня. Миссия Робокопа завершена. Терминаторы больше не будут вести войну против человечества. Чтобы остановить терминаторов, ему пришлось уничтожить Скайнет и оборудование для перемещения во времени. Робокоп должен помочь восстановить мир, который он разрушил. И из пепла разрушения возникнет новый мир. Пока людям нужна защита, он будет следовать своим указаниям. Служить общественному доверию, защите невинных, поддерживать человечество где бы то ни было, когда бы то ни было.